Каждый день после школы Томас Валеро видел, как плачет его маленькая дочь, и понимал, что что-то не так. Когда он, наконец, добрался до сути проблемы, он не мог поверить в происходящее. Ему пришлось сделать что-то довольно хитрое и коварное, но он знал, что правда должна выплыть наружу. Папа прикрепляет к волосам дочери записывающее устройство и застает ее на месте преступления. Прежде чем мы начнем, не забудьте нажать на кнопку «Нравится», подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых потрясающих видео. Для ребенка всегда непросто начать ходить в школу. Ему нужна вся возможная поддержка родителей, чтобы адаптироваться к этому важному событию. Неважно, насколько хорош учитель, для ребенка это всегда страшное время. В новых условиях, с новыми лицами и новой обстановкой некоторые дети с трудом справляются с этими большими переменами в своей жизни. В это трудное переходное время переход в новую школу становится еще тяжелее для ребенка, если он сталкивается с очень строгим или недоброжелательным учителем. Когда стало ясно, что его дочери трудно адаптироваться к школе, Томас понял, что должен выяснить причину страданий своей маленькой девочки. Каждый родитель желает своему ребенку только самого лучшего, и это нормально – переживать за своих детей, если им больно. Томас не был исключением. Когда он заметил, что его дочери приходится нелегко каждый день, он начал испытывать все большее беспокойство. И каждый день поведение дочери вызывало у него тревогу. Томас сразу заметил перемену в своей дочери. Она стала более эмоциональной после того, как пошла в новую школу. Сначала Томас предположил, что это просто нервы, связанные с тем, что она знакомится с новыми людьми и старается хорошо учиться. Но когда со временем стало хуже, он понял, что за этим кроется что-то еще, чего он не видит. Все чаще и чаще дочь Томаса начинала плакать и умоляла не ходить в школу. Школа. В конце концов, это стало повседневной рутиной в семье Валеро. Каждое утро его маленькая дочь заливалась слезами. Томас, понятно, очень переживал из-за этого. Ситуация становилась все хуже, и в конце концов Томас больше не мог с этим справляться. Дни превращались в недели, а недели — в месяцы. Казалось, что все волнение и радость покинули его дочь. Но что еще хуже, она, казалось, все больше боялась идти в школу. Каждое утро ей приходилось напрягать волю, но она явно была напугана. Все стало настолько плохо, что вскоре она вообще не захотела ходить в школу. Будучи обеспокоенным родителем, Томас попытался выяснить, в чем дело. Он попытался поговорить со своей дочерью, но она замкнулась и отказалась говорить правду. Томас знал, что не может оставить все как есть. Он также знал, что ему невыносимо видеть, как его дочь продолжает вести себя подобным образом. Но какой был выход? Дочь Томаса ходила в детский сад при начальной школе Пайн-Гроув. До этого Томас никогда не замечал никаких проблем со своей дочерью. До того, как она перешла в новую школу, она всегда казалась счастливой, дружелюбной, здоровой девочкой, которая проявляла творческий подход и легко заводила друзей. Теперь она была совсем другим ребенком. Что произошло? Томас заметил, что изменения в его дочери начались, как только она начала посещать новую школу. Он мог точно определить время. Именно тогда она из счастливой маленькой девочки превратилась в эмоциональную развалину. Томас начал задаваться вопросом, в чем причина этого? Могла ли это быть школа? Или дети? Или даже учитель? До того, как все это случилось, его дочь хорошо училась в школе.
Она получала хорошие оценки, не говоря уже о том, что все подробные отзывы о ней были по большей части положительными. В то же время, всего через несколько месяцев после того, как она начала ходить в школу, ее оценки, а также поведение начали ухудшаться. В довершение всего она становилась эмоциональной как до, так и после школы. Люди. Что происходит? Для Томаса было невыносимо видеть, как его маленькая девочка ведет себя подобным образом. Он чувствовал себя таким беспомощным. Однако он все равно понимал, что пришло время разобраться в ситуации. Он достиг критической точки. Мы уверены, что любой родитель беспокоился бы о благополучии своего ребенка. Ему было тяжело каждый день видеть свою дочь несчастной. Он начинал все больше и больше беспокоиться о ней. Чем больше он пытался выяснить, что случилось, тем больше маленькая девочка отдалялась от него. Именно тогда он понял, что на самом деле может происходить. Он много думал об этом, а потом пришел к выводу, что над ней, должно быть, издевается кто-то из одноклассников или даже один из учителей. Дома у них была стабильная и счастливая семейная жизнь, поэтому он знал, что это не могло быть причиной несчастья его дочери. Но как он мог узнать правду? Очень важно быть терпеливым. Возможно, это даже одна из самых важных добродетелей, которые мы все можем научиться, даже если это трудно практиковать. Когда дело доходит до обучения маленьких детей, это становится еще более ценным. Если вам когда-либо приходилось иметь дело с детьми, то вы знаете, как трудно с ними справиться. Терпение – одно из требований к работе педагога. Еще большее беспокойство вызывало то, что его дочь была еще так мала. Она находилась в периоде становления. А это значит, что она переживала решающий и важный период своей жизни. То, что произойдет в этот период ее жизни, сформирует из нее ту взрослую женщину, которой она станет в будущем. Вот почему для Томаса было так важно докопаться до сути дела. Томас и его жена воспитали двух своих дочерей и сына с определенным складом ума, всегда заботясь о том, чтобы окружить их позитивом и поощрять их проявлять себя с лучшей стороны. Они знают, как важно развивать в детях чувство собственного достоинства, чтобы подготовить их к тому, что ждет их в будущем. Томас не собирался, чтобы вся его тяжелая работа пропала даром. Помня о семейных ценностях Томаса и его жены, вполне логично, что суровая учительница может серьезно навредить детям, за которыми она ухаживает в классе. Томас и его жена определенно не хотели такого для своей маленькой девочки. Они начали подозревать, что обнаружили только верхушку айсберга и обнаружили гораздо более серьезную и продолжающуюся проблему. Будучи изобретательным человеком, Томас решил, что ему нужно выяснить, что происходит с его дочерью. Ему было нелегко, так как его дочь была слишком маленькой и застенчивой, чтобы рассказать ему о том, что с ней происходит. Обеспокоенному отцу пришло время взять дело в свои руки. Будучи таким отцом, как он есть, он не мог допустить, чтобы его дочь с каждым днем становилась все печальнее и печальнее. С него было достаточно, и он решил, что именно он должен что-то предпринять. Вопрос был только в том, как. Он некоторое время думал об этом. Затем он, наконец, придумал идеальный план. Но как Томас мог слышать о том, что происходит в школе, не находясь там постоянно? Он знал, что если однажды попросит разрешения присутствовать на уроке, учительница просто изменит свое поведение. Ему нужно было более творческое решение, чтобы быть уверенным, что он поймает ее на месте преступления.
И вот Томас решил подслушать в буквальном смысле этого слова. Он спроектировал и изготовил крошечное слуховое устройство. На следующее утро он осторожно прикрепил его к волосам своей дочери. Это позволило бы ему точно слышать, что происходит в ее школе. Хотелось надеяться, что это позволит ему понять, что она там испытывает. Он понимал, что это был очень радикальный способ, но для него это было важно. Важно было не только знать, что происходит, но и иметь под рукой доказательства. Он не сказал дочери, что именно он наклеил на ее волосы, так как подумал, что это может отвлечь ее на весь день. Томасу не терпелось узнать, что будет происходить в течение учебного дня. Он ждал свою дочь у двери и улыбнулся ей, когда она побежала по подъездной дорожке. Он был рад, что наконец-то на ее лице снова появилась улыбка, которую он знает и любит. И вскоре он точно узнает, что ее беспокоило. Когда Томас начал слушать запись, когда она вернулась домой, он был потрясен тем, что услышал. Выслушав все это, он пришел в ярость. Он не мог поверить, что это продолжалось так долго. Но, несмотря на то, что он был в ярости, он все равно был рад, что наконец-то понял, что происходит. Судя по записи, учительница была очень груба с учениками в своем классе. Томас продолжил прослушивать запись и понял, что должно быть именно в этом причина проблем его дочери. Он знал, что нельзя терять времени. Пришло время что-то предпринять. Он должен был действовать быстро. Он понял, что учительница пользуется своим положением и властью. Томаса ранило и приводило в бешенство то, что человек, которому они заплатили за заботу об их дочери, вел себя так бессердечно. Но почему? Сначала он действительно не мог смириться с этим. Почему она так поступила со своими маленькими учениками? После того, как он послушал, он обнаружил, что учительница не только говорила оскорбительные вещи своим ученикам, но и ее снисходительный тон был излишне грубым. Запись позволила Томасу услышать, как сильно она кричала на детей, находящихся на ее попечении, по самым незначительным поводам. Что ему теперь делать? Томасу было неприятно видеть, что учительница ведет себя подобным образом. Поэтому он решил, что пришло время обсудить этот вопрос с государственным школьным округом. Когда с вашими детьми происходят подобные вещи, обычно проще обратиться к кому-то, кто способен что-то с этим сделать. Он знал, что обращение к учителю, о котором идет речь, ни к чему не приведет. Поэтому, вместо того, чтобы обратиться непосредственно к учителю, Томас решил, что у него будет гораздо больше шансов изменить ситуацию, если он обратится в школьный совет штата. Так он и поступил. Он договорился о встрече, чтобы изложить свою точку зрения и точку зрения своей дочери. Несмотря на то, что у Томаса была обоснованная жалоба, а также доказательства, подтверждающие ее, школьный округ никак не помог ему. Он не мог не чувствовать разочарования от ответа, который получил от них. Для него было абсолютно отвратительно, что учитель ежедневно отчитывал детей. Можете ли вы представить, как должно быть огорчительно слышать, что они не захотели ничего предпринять для решения проблемы? Они сказали, что наказали учительницу за то, что она сделала, но Томасу этого было недостаточно. А что произойдет, когда его дочь вернется в школу? Он хотел, чтобы они сделали что-то большее. Томас был совсем не в восторге от ответа, который он получил от властей. Учитель все еще преподавал в классе, в котором училась его дочь.
Он не мог избавиться от ощущения, что пришло время для возмездия. Довольно скоро он принял решение самостоятельно что-то предпринять в отношении миссис Дункан, злой воспитательницы детского сада. Школа предложила перевести его дочь в другой класс, но дело было уже не только в его дочери. Томас также беспокоился о безопасности и благополучии всех детей в ее классе. Как родитель он понимал, что должен постоять не только за своего ребенка, но и за всех остальных детей. Он был расстроен тем, что школа не предлагала особой поддержки или изменений. Это была проблема, которая сильно повлияла на жизнь всех этих детей. Пока миссис Дункан преподает, ее гнев будет влиять на детей. Несмотря на то, что он и другие родители протестовали вместе, школа не сдвинулась с места. Однако он и его родители отказались сдаваться. О том, что происходило в школе, стало известно всем. Все слышали о том, как миссис Дункан обращалась с маленькими девочками в своем классе. Томас не получил большой поддержки после своих первых попыток добиться справедливости, но ситуация начала меняться, когда он подал петицию об изменениях. Орг. Вскоре родители были возмущены по всему миру. Довольно скоро общественность собралась вокруг его дома. Он собрал более 2000 подписей за увольнение миссис Дункан в кратчайшие сроки. Еще большим сюрпризом стало то, что Томас оказался в центре внимания средств массовой информации. Местные новостные каналы узнали о том, что происходило в Пайн-Гроув, и восхищались решимостью Томаса добиться справедливости. Не потребовалось много времени, чтобы история облетела всю страну. Это означало, что люди по всей стране узнают о том, что эта учительница сделала с детьми в своем классе, даже если Томас не смог добиться ее увольнения. Сердце. Это дало ему небольшую надежду на то, что все еще может измениться. Безусловно, самое худшее в том, что учительница сделала с дочерью Томаса, это то, что это должно было оказать длительное воздействие на ребенка и других детей в ее классе. Вещи, которые дети усваивают в раннем возрасте, как правило, остаются с ними очень надолго, если не на всю оставшуюся жизнь. Если бы Томас не заметил странного и нехарактерного поведения своей дочери и не приложил все усилия, чтобы разобраться в происходящем, она, возможно, была бы травмирована на всю оставшуюся жизнь. Он был рад, что попытался положить этому конец. Но это было серьезное событие, которое повлияло и на других детей. Любой, у кого есть дети, знает, как сложно быть хорошим наставником, подавая пример другим. Очень часто сначала приходится тщательно анализировать и критиковать свои собственные действия и поведение. Это нелегко сделать, но это необходимо, если вы хотите быть хорошим примером для подражания для своих детей. Томас узнал из этого опыта, что иногда ситуация выходит из-под контроля, как бы он ни старался быть лучшим родителем, каким только мог быть. Несмотря на это, он прошел бы через ад и вернулся бы обратно, чтобы обеспечить безопасность своей дочери. Он также хотел, чтобы этого не случилось с другими детьми. Обязанность учителя — преподавать уроки, выходящие за рамки учебной программы. Они должны способствовать развитию воображения и ума детей, которых они обучают. Это те вещи, которые окажут огромное влияние на жизнь детей по мере их взросления. Задача учителя — вдохновлять детей, которых он обучает. Учителям никогда не стоит демонстрировать агрессивное поведение и утверждать свое превосходство с помощью страха. Все это только тормозит прогресс детей и делает их более тревожными и боязливыми в целом. Сработали ли попытки Томаса решить проблему?
Мы должны это выяснить. Хотя миссис Дункан продолжает преподавать в школе, мы надеемся, что она, по крайней мере, осознала, насколько суровой она была по отношению к детям в своем классе. Томас все еще надеется, несмотря ни на что необходимые изменения произойдут, поскольку он знает, что он прав. Казалось, что школа, которая нравилась Томасу, ставила на карту жизни детей, и все из-за вспыльчивости одного учителя. Он понял, что было бы невозможно что-либо изменить, если бы он не занял твердую позицию. Он отчаянно надеется, что его действия изменят школьную систему хотя бы немного, чтобы другие дети не пострадали. Все это испытание было тяжелым для него и его дочери, но в конце концов Томас признал, что это сделало их семью намного сильнее. Он никогда бы не узнал, что происходит нечто подобное, если бы не приложил все усилия. К этому моменту дочь посещает занятия с другим учителем, и Томас понял, насколько важно уделять внимание своей дочери и тому, как она себя ведет, что сделало его лучшим отцом. Благодаря тому, что произошло, несмотря на то, что ему пришлось столкнуться с горькой правдой на своем пути. Что бы ни случилось, Томас всегда будет рядом со своими дочерьми и сыном. Он и его жена будут защищать своих детей, когда и как бы им это ни понадобилось. Без замечательных родителей, которые осознают проблему, их дочь до сих пор подвергалась бы травле со стороны учителя. С того самого дня, как их дочь выписалась из больницы, ее родители всегда заботились о своих интересах. Вот что значит быть хорошим родителем. Томас и Лейси всегда заботятся о нуждах всех троих своих детей, чтобы они росли и становились полноценными членами общества. Наличие родителей с головой на плечах и добрым сердцем всегда помогает. Стабильная семейная жизнь готовит ребенка к другим вещам в дальнейшей жизни. Алии действительно повезло, что у нее такая замечательная система поддержки.